Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. С вами Виктор и Тёма. И сегодня мы приготовим классный холодец. Ароматный, красивый, вкусный. Холодец традиционно у нас все время на Новый год, на Рождество, на все эти праздники постоянно должен быть на столе. И сегодня мы приготовим наш любимый рецепт. Из мяса мы взяли рульку свиную, не рульку, а ножку говяжью и 2 говяжьи голяшки. Можно взять еще птицу, что-то кто-то добавляет, кто как хочет. Но мы на этом ограничимся. Теперь просто отправляем все это в кастрюлю большую. И будем это все варить долго-долго, пока не сварится. Заливаем водой полностью, чтобы покрыло все мясо. Я сразу солю. Ты тоже, без тебя никуда. Вперед. Оба. И ставим, друзья, все это на плиту. Ждем до закипания. Крышкой не закрываем, крышка должна быть все время приоткрытая. Мясо начинает закипать. В этот момент убираем температуру на низкую. Нам не нужно здесь сильного кипения. Нужно, чтобы холодец медленно томился. И убираем сейчас, конечно же, всю эту пену. Далее, друзья, мы добавляем коренья для аромата, для цвета, для вкуса. Здесь у меня пару морковок, порей. Вот так вот. Небольшой кусочек сельдерея, корня. Отличный аромат дает бульону. Попробуйте. И луковица. Я ее помыл, оставляю в шелухе, чтобы красивый золотистый цвет даст. И морковка, и лук, и немножко кудрявой петрушки. Теперь прикрываем крышкой. Крышку не закрываем, чтобы было приоткрыто. И томим это на низкой температуре часа 3. Через 3 часа я достаю овощи и говядину. И ножки остаются еще дальше на 3 часа вывариваться, медленно томиться. Друзья, прошло у нас 3 часа медленного томления. Смотрите, вот так вот медленно он у нас томится, холодец. Вот так вот нужно. Теперь убираем отсюда овощи, потому что они уже потом разварятся. Говядину я еще, пожалуй, оставлю на часик, потому что она еще не совсем подошла. Через часик где-то я ее уберу. Ну, почти уже, ну немножко можно я еще. И сейчас мы добавляем лавровый лист, да, Тёмыч? И перец горошком. Друзья, ну вот и прошло у нас 6 часов, мясо наше отлично разварилось, косточки отходят, все как раз то, что надо на холодца. Бульон ароматный, прозрачный, красивый. Сейчас нам нужно его процедить через марлю. Бульон мы процедили, сразу же там и остался жир весь лишний, здесь жира уже нету. Сейчас добавляем сюда рубленый чеснок, чтобы он там классно в бульоне распарился. Ну и сразу сейчас можно на соль попробовать. Солили мы немного. Можно еще подсолить немножко. Давайте мы еще подсолим немного. Немножко. И теперь, друзья, нам нужно разобрать мясо, отделить все косточки. Лучше, конечно, все это делать руками. В детстве мы собирались так вот за большим столом. Мама варила холодец, и мы все разбирали и обгладывали эти косточки. И сразу так нарезаем. Все отлично. Нужно просто рвать. Ну и все, друзья, мясо мы разобрали. Вот такая отличная тема получилась. Все перемешали с этими ножками, все, чтобы вместе было. Сейчас берем формочки, немножко украсим, чтобы холодец у нас был такой красивый, праздничный.
так вот, я думаю, будет достаточно, сильно полное не будем делать. И потихоньку заливаем все бульоном. И чесночок, конечно, не забываем со дна зачерпывать. Ну вот, друзья, вот такой вот результат у нас получился. 4 таких баночки и 1 большая. Сейчас даем всему этому остыть и убираем в холодильник на ночь. И завтра дегустация. Ну и вот, друзья, настал долгожданный момент дегустации. Наш холодец готов. Вы посмотрите, какая красота у нас получилась. Я в восторге, Тёмыч, да? Если он еще такой вкусный, как красивый, то это вообще будет бомба. Смотрите, праздничный вариант. Ну давайте, друзья, снимем пробу. С горчичкой, конечно же. Холодец, горчичка, это просто создано друг для друга. Фантастиш. Уай, горчичка мощная. Холодец, ребята. Классный. Ароматный, с чесноком, с горчицей. Готовьте обязательно такой холодец. Супер. Друзья, холодец у нас получился очень вкусный, ароматный, плотный, консистенция классная. Смотрите, я говорил 6 часов варить, 6 часов ножки варил, 4 часа мясо. Это не абсолютно истина для любого мяса, потому что мясо может быть разное, какое-то быстрее сварится, какое-то медленнее. Наблюдайте за мясом, как оно начнет вот на волокна уже расходиться, значит ваш холодец уже как сварился, и делайте. Все, вот так вот. Всем хороших праздников желаем от всей души. И до новых встреч, друзья. Не спи. Пока-пока. Пока-пока.